Всем привет, вы на канале Польза.нет, меня зовут Саня, и здесь только быстрые обзоры и долгие стримы. Разумеется, вход на обзор самого аппарата Xiaomi X12 пишется именно на Xiaomi X12 в районе метро Девяткино. Меня, еще раз повторяю, зовут Саня, а обзор на данный аппарат будет после, получается, Xiaomi 12 и 12 Pro. Уже на канале они были, уже был обзор сравнения на лайв-канале. Здесь будет много видео-примеров. По большому счету, это не золотая середина. Я считаю, что данный аппарат в линейке не то чтобы лишний, но если у вас не хватает на 12, то надо брать 12X. Но 12 на данный момент с данными прошивками, по мне лично, намного лучше снимает. Я понимаю, что я делаю, может быть, основной упор на камеры, но за них мы и переплачиваем. Если бы эти штуки были выпилены из девайса, то по большому счету осталось бы что? Процессор, оперативка, внутренняя память, ну там не особо что-то стоит. И программно, допустим, и аппаратно сделать так, чтобы все красиво работало, не так и сложно. С другой стороны, как бы я ни ругал MIUI с ее рекламой, постоянными вопросами: а вы уверены, а вы точно хотите, а подумайте еще 10 секунд. Но у них хорошие девайсы, в первую очередь по съемке. То есть за эти деньги я считаю, что ничего аналогичного на рынке нет. Поэтому обязательно подписываемся на канал с колоколом, пишем, на что бы вы еще хотели увидеть обзор. Обзор на Realme GT2, это та еще новинка из Китая, вот такая, уже на канале. На GT2 Pro будет, на OnePlus 10 Pro будет. И никаких лабораторных условий из разряда «я вот подумал, я думаю, что видео лучше снимать в студии, и будет лучше значительно видно, насколько хорошо аппарат может вести съемку». Мы будем вот все, большинство из нас, кто купит, снимать вот в таких вот условиях. Если это Петербург, то это постоянная пасмурность, грязный снег, если это зима. Поэтому обязательно смотрим полностью ролик, пишем, какие у вас вопросы остались, постараюсь ответить. Если что, у меня есть телеграм-канал взаимопомощи, там больше 6000 человек, спрашивайте там. Плюс еще есть телеграм-канал скидок, там 38 тысяч человек. Спойлер, допустим, когда я брал X12, он мне обошелся, не соврать, по-моему, в 1042. Во всяком случае, я точно помню, что GT2 я брал за 39, и мне кажется, что вряд ли кто-то сможет приобрести его примерно так же, потому что если вычесть кэшбэки и вычесть таможню, он мне в 39 и вышел. Смотрим. И, к слову, весь вход писался без всяких стабилизаторов, с одной левой руки, притом я правша. Как вы видели, я еще довольно часто и много двигаюсь и двигаю руками, поэтому аппарат по мне справился с входом неплохо. Вы как думаете? Пишем в комментах. Всем привет, вы на канале Польза.нет, меня зовут Саня, и здесь только быстрые обзоры, емкие стримы и долгие при этом. 30 числа ежемесячно я разыгрываю 5 Mi Band 6 серии за лайк, подписку и комментарий к любому видео. И сегодня барабанная дробь, вы увидите обзор на третий девайс от Xiaomi-новинку, которую я купил. До этого был Xiaomi 12, Xiaomi 12 Pro, у которых уже не запотевает ничего. Все просыхает, это ненормально, но что имеем, то имеем. Здесь у меня в комплекте геновская зарядка на 67 Вт, притом я за нее не доплачивал, и значит она идет вместе со смартом априори. На Алишке, во всяком случае. Мне прям интересно, потому что у меня есть две геновские зарядки от Xiaomi, и обе из них, я не скажу, что идеально работают. Во всяком случае, с ноутбуками они перегреваются. Ноуты от Huawei у меня начинают от них глючить. И это мой user experience. Когда я буду делать обзор на Huawei-ский ноутбук, который я уже юзаю 3 месяца, тогда вы узнаете, что не так. 67 Вт, небольшая, приятная штуковина. И максимально убогий переходник, который я советовал бы выбросить, если у вас есть приличный личного вида переходники. Все-таки смартфон не 15 тысяч рублей стоит. Следующий момент. Коробка. Все аккуратно, все как у яблока, и меня она уже радует. Хотя бы подачей, потому что до этого я вскрывал несколько самсунгов, и я вам скажу, что не фонтанное у меня состояние было. Мой аппарат конкретно 8 оперативы и 128 внутренней памяти. По поводу салазок и всего остального сейчас мы увидим. Следов вскрытия не было. Внутри у нас стандартно ключ для извлечения сим-карт, чехол, довольно стандартный для Xiaomi, чуть-чуть пахнет химией, но не сильно. Смартфон, который безумно напоминает Xiaomi 12. Я бы радовался от него сразу, если бы я уже не тестировал до этого два устройства 12 и 12 Pro. Вот так эти три девайса выглядят. Это 12, 12 Pro и X12. X12 внешне фактически это копия 12X. Ну, по большому счету вы их не отличите. Ни по цвету, ни по фактуре. Это очень классный
по габаритам лично для меня смартфон. Его приятно держать в руке, у него неплохой чехол, у него отличная зарядка на борту, и мы сейчас будем дальше смотреть, что у нас с салазками, прорезинены они или нет, и есть ли там возможность запихать карту памяти. Ее нет, скорее всего. Прорезиненные, карту памяти не запихать, максимум 2 физические симки. Здесь у нас 2 динамика, напоминаю, в версии Pro 4 динамика, и это единственный смартфон, который, по-моему, вышел на рынок с 4 динамиками. Все, цвет, блеск, красота. По размеру, еще раз вам напомню, кто не смотрел обзор на 12 или на 12 Pro, посмотрите на канале. 153 мм высоту, это на 7 мм меньше, чем 20 FE от Samsung, в ширину 70 мм, и толщина его уже вот приличная, пузатенький. 11,5 мм с блоком камер, без блока камер 8,9 мм. И вот здесь я уже обращаю внимание ваше на то, что ощущение, что блок камер от крышки на какие-то доли миллиметра отстает. И вес аппарата 179 граммов, все более чем лояльно. Если брать прошку, то она весит 207 граммов, если брать обычный Xiaomi 12, 182. У меня запотевала только основная камера, потом она перестала запотевать. Внешка топ, внутрянка по железу больший топ, чем Gen 1 лично для меня. Какие цифры? Насколько этот аппарат стабилен, как хорошо он снимает и все остальное вы узнаете. Смотрим. Производитель предоставляет 3 варианта расцветки: черный, голубой и розовый. Тыльная часть из матового стекла, рамки алюминиевые, а передняя часть закрыта стеклом Corning Gorilla Glass Victus. Внешне это полная копия Xiaomi 12. На корпусе расположена кнопка питания, качели регулировки громкости, разъем для зарядки USB Type-C, к сожалению, версии 2.0, но это не удивительно. Далее 2 микрофона, звучание здесь стерео и Dolby Atmos на борту. Слот на 2 сим-карты и капорт тоже на борту, но мини-джека не завезли. Защита от влаги не заявлена, хотя салазки прорезинены, за что плюс. Идем дальше. С фронтальной части у нас встречается дисплей на 6,29 дюйма, водопад OLED с разрешением 1080 на 2400 точек, HDR10 на борту. Плотность пикселей составляет 419 ppi, и это очень круто. Пиковая яркость равна 1100 нит. Это не супер много, но хватает. При ярком освещении яркости вам хватит, уж точно в Санкт-Петербурге, так как солнце здесь по минимуму в зимнее время, да и в летнее хватит. Частота обновления экрана 120 Гц, и на выбор 60 Гц и автогерцовка. Тач на 480 Гц, не супер максимум, встречали и 600 у Realme, но тоже хорошо. DC-диминг в наличии, шим без включенного DC-диминга на 100% яркости 18%, на 50 18, на минимальной 24 на 0 9. Показатели шима хуже, чем у Xiaomi 12 Pro. Автояркость есть и подстраивается под освещение плавно. Под разными углами бросает в холодный оттенок, полноценный Always On дисплей на борту. Далее мультитач берет все 10 пальцев, разблокировать экран можно при помощи отпечатка пальца, внедренного в экран, и распознавания лица. Сканер отпечатка пальца срабатывает не быстро, но практически без промахов. Распознавание лица работает хорошо, без нареканий. Летим дальше. Процессор здесь Qualcomm Snapdragon 875G с техпроцессом 7 нанометров и максимальной тактовой частотой в 3,2 ГГц. Графический процессор старенький Adreno 650, но не такой старый, но и не супер новый. Интерфейс MIUI 13 на основе Android 11, оперативная память же LPDDR5 и доступна на выбор 8 или 12 гигабайт. Она, как вы понимаете, последняя. Как и супер быстрая внутренняя память UFS 3.1 на выбор 128 или 256 гигабайт. Так же, как у Xiaomi 12 и 12 Pro, к слову. Из беспроводной связи есть Wi-Fi 6 серии, поддержка 5G сетей, для 4G 7 band на борту, 20 нет. Но опять же напоминаю, что у меня на руках китайская версия. Запись разговоров в стоке, датчик приближения работает лучше, чем в прошлых моделях от Xiaomi. Bluetooth версии 5.2, вибромоторчик мощный и приятный, настроить можно только уровень тактильной отдачи. Из навигации на борту от GPS, GLONASS, Galileo, BDS, QZSS и Navlk. GPS-тест на холодную показывает 3 метра в городских условиях среди высоток, что стандартно. Лучше у Qualcomm не бывает. По автономности емкость аккумулятора 4500 мАч. PC-марки выдал приличные 8 часов 31 минуту автономности, осталось еще 20%. И тест я проводил при 120 Гц на максимальной яркости. Заряжается Xiaomi 12X от родного адаптера питания на 67 Вт с 0 до сотки, вы видите на экране. Проверим вас на внимательность. Беспроводной зарядки, разумеется, нет. World of Tanks за 1 час улетело 25% заряда на максимальной яркости и 120 Гц при высоких настройках. В Genshin Impact на высоких настройках графики играть комфортно, фризов не было. Теперь к тестам. Тротлинг-тест проходит волшебно. Его
его результаты куда лучше, чем Xiaomi 12 и 12 Pro. В Geekbench 5 показал в сингл-коре 983, в мультикоре 3340. В 3D-марке Wildlife 4311, Wildlife Extreme 1240, Wildlife Stress Test 4318, Wildlife Extreme Stress Test 1235, Slingshot Extreme и Slingshot на максимум. В Antutu выдал 686 тысяч попугаев, в Storage-тесте показал 51 тысячу, что тоже очень даже прилично. Результаты 54-минутного стресс-теста вы видите на экране. Основной блок камер с тыльной части состоит из 3 модулей и двухцветной вспышкой с 2 светодиодами. Широкоугольная основная камера с сенсором Sony IMX766 на 50 мегапикселей, сверхширик на 13 мегапикселей и телеобъектив на 5 мегапикселей. Запись видео доступна в максимальном разрешении 8К 24 FPS и 4К 60 FPS. У основной камеры оптическая стабилизация на борту, как и цифровая, плюс есть оптический зум 2X. Видеозапись с ограничениями 8 минут в 4К 60 FPS, притом у 12 и 12 Pro этих ограничений нет. Для интереса на лайв-канале есть тест сравнения этих 3 аппаратов по съемке. 12X, конечно, проигрывает по мне. Фронталка небольших размеров на 32 мегапикселя расположена по центру верхней части экрана, и максимальное разрешение для съемки у нее 1080p 60 FPS. Проблема с запотеванием стекла на основной камере здесь также присутствовала, но после просушки всех 3 смартфонов этой линейки эта проблема ушла. Притом ни на какие батареи, как некоторые советуют, класть этот телефон не нужно. Это плохо скажется на вашей батарее, я бы даже сказал драматично. Вы просто, если хотите рискнуть, и если вам пришел этот аппарат и вы не планируете возвращать средства, скачивайте Antutu, включаете стресс-тест без ограничения по температуре после того, как вы полностью зарядили аппарат. И он гоняет телефон до 5% с сотки. И плюс не забываем еще вытащить салазки. Делайте так 2 раза, все, камера у вас потеть перестанет. И это конкретно проблема сборки. Примеры видео вы сейчас увидите. Так, X12, 4К 60 FPS, и это первый тест, считайте, я его вытащил из коробки. До этого был 12 и 12 Pro, и дымка сходу появляется. То есть я надеялся, что у основной камеры, конечно, запотевания не будет, но вот оно. То, о чем мы говорили. Самый первый раз. Разумеется, я это дело просушу. Каким образом? Скорее всего, буду гонять в стресс-тестах с открытыми салазками. На батарею класть телефон, к сожалению, я вам советовать не могу, потому что, это уже, извините за грубость, дичь. Покупать такие смарты, чтобы кидать их на батарею. Можете просто подержать их какое-то время без, опять же, слота для сим-карт. Вот так. Нечего здесь пока тестировать на основную камеру. Притом в тех же условиях ширик ведет себя и чувствует крайне великолепно. Съемка ведется без проблем, никаких запотеваний, стресса, нервов нет. Встал, снял, пошел. Неважно сколько по времени. Фронталка максимум 1080p 60 fps, роллинг шаттер отсутствует. И у нее тоже нет, как у основной камеры, точнее, в отличие от основной камеры, у нее проблем никаких с запотеванием нет. 3 модели, 12, 12 Pro X, и вопрос, что будет? Будет ничего, просто они, наверное, скажут, что была такая-то проблема, скорее всего, собиралось все это дело либо с повышенной влажностью, тогда вопрос, если честно, почему не все камеры потеют, либо второй вариант, именно здесь не нанесли какое-нибудь покрытие внутри, либо, как многие пишут, стабилизатор от того, что начинает нагреваться, создает конденсат, и в итоге вместо суперстабилизации мы получили вот такое вот веселье с вопросом, как у 12 Pro, допустим. Я купил телефон за 70 штук. Как мне его просушить, чтобы он снимал без запотевания основной линзы? Споры пока не открывал на Алишке. Надеюсь, что с этим делом полностью решу со всеми камерами. Двойное видео, пока основная камера еще не запотела. Кстати, что странно, как-то она в этот раз потеет дольше. Потому что первый раз она запотела, наверное, через секунд 20. Напоминаю, что здесь можно по-разному компоновать. Так.
так, так, так. Как я понял, можно еще выходить из этих режимов. Но в целом странно, что не запотело, но пока все good. 4К 60 FPS, день второй, Xiaomi X12, но не ночь, так что смотрим, как она будет работать и как быстро начнет запотевать. В прошлый раз это было уже на 10-й секунде, поэтому если сейчас что-то поменялось после всех тестов, легкой просушки путем обычного вынимания салазок, уже 29 секунд, мы просто бьем рекорды. К слову, 12 и 12 Pro уже не запотевают в разных условиях, но я еще погоняю их, а потом уже сделаю вердикт. При любом раскладе выглядит все это неплохо. Снимает камера очень хорошо, 8К снимать можно, X6, ну нет, X6 мыло, конечно, даже днем. Опять же, возвращаясь к нашим баранам по поводу сравнений всех этих тестов, вот там с увеличением одна камера лучше работает, другая хуже. Неважно все это. Почему? Потому что все работает плохо. Просто одно чуть-чуть лучше, другое чуть-чуть хуже. Все еще не вижу, чтобы линза запотела, но процесс пошел. Физически я вижу, значит, и сейчас вы увидите на экране, что запотевание уже пошло. Но почему-то на картинке это не отражается, очень странно. Неважно, отражается на картинке или нет, уже видно небольшая дымка. В общем, минута 40 в этот раз, после 10 секунд неплохо. Завтра, может быть, вообще 5 минут будет. Немного относительной красоты. Лиговский проспект, дымка, нет каши практически. Понятно, что не идеально чистые улицы, но это Петербург, январь. К слову, дымка практически сразу, потому что телефон был теплым после стресс-теста. Вот он и ответ на вопрос. То есть только он начинает греться, начинает запотевать линза. Будем дальше копать. И немного великолепной галереи, в которой без QR-кода делать нечего. К слову, с 4К 60 FPS, разумеется, на ширик не перейдешь. Но при стабильной картинке, я не знаю, я вижу на экране дергание, вот в этот момент, допустим. Вполне возможно, на большом экране это видно не будет. Прошивку будут однозначно допиливать. То, что сейчас есть, это сырая штука, которую они максимально старались ускорить для выхода на рынок. X12 Xiaomi. Я не знаю, как долго я буду продолжать этот банкет, и когда наконец-то камера перестанет потеть. Я думаю, not today, как говорится. Но это не важно. Очередной тест. Камера из тепла в холод. И я не знаю, в прошлый раз она выдержала минуту 40. Сейчас ветер. Я думаю, что она быстрее значительно покроется инеем. Да, так оно и есть. Где-то 26 секунд. И уже началось запотевание. Думаю, на этом тест можно прикрывать. Ну, продолжаем гонять телефон. И вполне возможно, этот банкет закончится. Будем надеяться. Ну и самое обидное, все еще на ширик никаких проблем нет. Магия Xiaomi. Мне кажется, это их самый крупный фейл из того, что я встречал. Потому что одно дело греющийся процессор, они везде греются. А другое дело запотевание камеры в 3 моделях топовых. Друзья, это нехорошо. Заелись, наверное, правильно? И снова основная камера 4К 60 FPS. И я вам скажу, что уже выгружен обзор на лайв-канал в сравнении 12, 12X и 12 Pro камеры микрофонов. Притом по микрофонам я бы сказал 12X молодцы. Но не об этом рассказ. Рассказ, что 2 стресс-теста Antutu без ограничения по времени и по температуре. Высадка смартфона получается до 5%, 2 раза. Единственное, слот для сим-карт я вытаскивал, и все. Никакого запотевания нет. Я думаю, что в течение 2 минут сейчас вам этого хватит. Это раз, и 2. Потом сможете на лайв-канале посмотреть безостановочный 8-минутный пример. Почему 8-минутный? Потому что здесь ограничения на съемку на 8 минут имеются.
Притом в Xiaomi 12 и 12 Pro они отсутствуют. Это довольно странно, учитывая, что тротлинг, тесты процессора и все остальные стресс-тесты данный аппарат проходит лучше всех в линейке, показывая лучшие минимальные гипсы, если брать тротлинг процессора. Если брать Antutu стресс-тест, то то же самое он его проходит лучше. Очень странное решение было по поводу ограничения, но им виднее. Мне кажется, что как раз здесь необходимости в нем нет. Единственное, на данный момент, если брать днем, в сравнении с всей линейкой, откровенно 12X намного хуже снимает. У него проблема с балансом белого. В вечернее время я бы сказал, что он чуть ли не лучший смартфон. Вот сейчас я взял его в одну руку и иду, сейчас уже не с двух рук снимаю. В целом аппарат более чем радует, особенно в вечернее и ночное время. Но если брать днем, меня напрягают и пересветы, и остальные элементы. Я не знаю, что пока с ним происходит, при том, что на 12 Pro уже прилетела новая прошивка. То есть Xiaomi 12 Pro обновляют раньше, чем 12X и 12, и возможно поэтому как раз у него и картинка по мне значительно лучше. С одной стороны аппараты одинаковые, с другой стороны аппараты разные. 2.20 вам хватило, я думаю, с головой для того, чтобы понять, что это все дело больше не запотевает. Единственный еще момент, сразу моментально просто крошится защитная пленка на данных аппаратах на морозе, заводская, поэтому будьте аккуратнее. Ну и апогей X6 на 4К 60 FPS, мыло-мыльное, но работает без дымки, что хорошо. На ширик, разумеется, не переключить. Немного ночных неоновых объектов, чтобы вы могли оценить все-таки, как это все дело может работать, когда оно не потеет. И стаб опять же работает с одной руки, плюс безумный ветер. В целом, если стоять и снимать, а если еще бы у вас стабилизатор был за 3000, было бы все просто волшебно. Это все с одной руки. Ну и продолжение банкет, что у 12 лучше работает на данной прошивке микрофон, притом они почему-то разные у 12 и 12 Pro и прилетают в разное время. У 12 Pro лучше картинка, и хуже всех картинка, к сожалению, на 12X. Особенно это видно хорошо в сравнении, повторяюсь. Ничего нигде не потеет, по стабам, ну, не сказал бы, что плюс-минус одинаково, но тут тоже все зависит от цены. А если брать стоимость, золотая середина, разумеется, 12. Среди всей этой тусовки. Надеюсь, что следующие версии их девайсов будут собраны более грамотно, уже в заводских условиях, а не в каких-то кустарных, после которых придется запотевание устранять вручную через средства, пусть и программные, но по факту каким-то образом даже аппаратно, потому что все равно слот для сим-карты нужно будет извлечь. Вот здесь сейчас я записывать буду вам вход на данный аппарат традиционно для канала. И я думаю, минута 40 секунд хватило для того, чтобы увидеть, что никаких потеющих штук не появилось. Минусы. Ограничение в 8 минут для съемки, шим у экрана, USB Type-C всего лишь в версии 2.0, фронтальная камера снимает в 1080p только. Стоит на данный момент смартфон целых $600, ссылка в описании к видео. По мне, для такого процессора это, конечно, дороговато, но я уверен, что ценник будет сбрасываться, и основной его, наверное, плюс в том, что он похож на 12. Не забывайте, что первая ссылка на телеграм-канал со скидками, там вы сможете найти промокоды, если решитесь брать такой дорогой девайс, не обязательно этот телефон, обязательно их используйте. Тем более AliExpress распродажи проводит 2 раза в месяц уже. Резюмирую, в каком-то плане я бы лучше выбрал Xiaomi 12X, а не 12 по поводу стабильности. Но если бы я его использовал, то для моих задач он бы точно не подошел бы, так как ограничения в съемке для меня лично это огромный фейл. Сам аппарат показал себя хорошо, при этом он стабилен. Да, процессор не самый новый, но с другой стороны все остальное в принципе радует. Что зарядка на 67 Вт, что экран на 120 Гц.
Гц и все остальное в принципе почти супер топ. Да, нет беспроводной зарядки и нет защиты от влаги, но и стоимость соответствующая. Подписывайтесь на канал с колоколом, ставьте лайк за труды, пишите, что еще купить для обзора. Впереди еще IQOS Z9 Pro и OnePlus 10 Pro из супер новинок и супер дорогих смартов. Напоминаю, что Realme GT2 уже был на канале, как и Xiaomi 12, 12 Pro и еще много всего, так что посмотрите. Девайсу после многих мучений, после того, как все оказалось довольно просто, да, надеюсь, партия у вас будет другая, если вы будете вдруг покупать, и сборка там уже будет лучше. Добра и удачи вам, дорогие друзья!